Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, что нас ожидает. И надо сказать, что с середины июля, правда, как преломление реальности. Очень много планетарных событий, которые перестраивают в целом обстановку вокруг нас, но и эта обстановка влияет на нас. И самое главное, наверное, событие – это смена кармических лунных узлов. Ось Овен, весы. Новый жизненный этап. Это на 1,5 года продлится и буквально до января 2025 года. И надо сказать, что как раз июль и на другие богат планетарные события. 19 июля еще произойдет присоединение черной луны к Солнцу, когда Солнце войдет в знак Льва. И черная луна или Лилит это всегда какое-то зазеркалье. Это то, что вырывается наружу, то, что какое-то время, может быть, мы утаивали. И это не только на человеческом уровне. Это может проиграться в каком-то более большом масштабе, когда и с учетом все-таки это у нас Солнце, а Солнце это лидерство, это где-то эго. Это могут быть такие события, которые где-то как с провокацией агрессии. То есть много энергии самой по себе очень горячей и совершенно какие-то непредсказуемые ситуации, потому что управлять тем, что это в соединении с черной луной или Лилит, невозможно. Невозможно как раз делать какой-то прогноз. Поэтому будем готовы где-то к неожиданностям. С 23-го там Лилит еще и к Меркурию присоединится. Это тот период, когда много информации, разрозненной, какого-то информационного хаоса. Может быть и каких-то в принципе, знаете, как фейков, когда нужно будет здраво оценить обстановку. Еще и про фишинг тоже не следует забывать. По непонятным ссылкам мы не переходим и будем аккуратно с платежными системами электронными. Вот такая планетарная, где-то разрозненная динамика, она будет оказывать на нас на всех влияние. И формировать события до конца как раз года даже. Ну хорошо, давайте узнаем. Что придет, а что уйдет? Чем дело кончится, а чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? Такую карту достанем. И достанем 3 карты. Это будет как 3 события или, может быть, одно событие до конца июля. Или как карты видят, может быть, какие-то перемены, вполне вероятно. Итак, что придет на мой порог? Ну, видимо, какое-то дело не было решено, или какой-то вопрос не был закрыт, или получилось как-то совсем не таким образом, как мы предполагали или хотели. Это карта усталости и апатии еще. Что придет? То есть вот где-то как усталость может быть, так и какое-то сожаление может быть по конкретному вопросу, что я что-то не сумела или не сумела решить, или, может быть, решила, но совсем не таким образом, как я предполагала. И знаете, тут ведь самое главное хорошенько отдохнуть и увидеть свои новые возможности. Вот больше ни о чем нам не говорит карта. Видимо, какое-то переосмысление для вас, мои дорогие овны, оно как будто неизбежно. И поэтому не застрять вот в таком. Вам, кстати, это состояние совершенно не свойственно. Для большинства это точно. По крайней мере, овен не будет очень долго сидеть и там что-то обдумывать или сокрушаться там днями подряд по поводу какого-то либо события, либо дела. Ну, конечно, разное бывает. Бывают и действительно в нашей жизни какие-то патовые совершенно ситуации или с большим минусом какие-то приходят к нам новости, но так или иначе вы всегда поднимаетесь с колен. Это ваша сильная позиция. Но здесь так нам как раз говорят апатия. То есть нет какой-то серьезной видимой причины. То есть значит, какая-то мелочь нас может словно, ну, где-то так выбить из колеи. Или, повторюсь, скорее всего, усталость. Но, видимо, будет какой-то момент для вас с учетом смены этих узлов, как перезагрузка. Поэтому будем внимательны ко всему, что нас окружает, и к каким-то предложениям. Давайте узнаем, а что уйдет или что мы сможем решить. Ну, какую-то финансовую проблему вы точно решите. Знаете, у кого может проиграться как?
Надо ведь тоже быть очень аккуратному с финансами. Мы не забываем, что у нас Венера сейчас как раз во Льве находится в июле, и она там еще пробудет до 9 октября, а 23 как раз июля она переходит в ретроградное движение. И ретроградное движение – это не что иное, как какие-то вопросы прошлого или то, что мы прежде, может быть, не закончили, не завершили, или к нам просто человек, словно в нашу жизнь, может вернуться и какие-то поднять на поверхность вопросы, которые мы подумали, что уже закрыли, и уже какая-то история, ну, уже определена. Может быть и так проиграться, но это у нас еще вопросы финансов, и деньги у нас будут. Так вот, если мы решимся, а надо сказать, по ретроградной Венере вообще лучше ничего не покупать. Да и в этот период, пожалуй, с середины июля все траты минимизировать максимально. Потому что много какой-то энергии, когда, вот как я сказала, тут могут какие-то, как и фейки, сбои в электронных системах расчета и еще какие-то вопросы, как буквально мошенничество, могут обостриться. Или мы что-то купили, может быть, прибор потом сломается. Здесь столько стечений каких-то обстоятельств или воздействия на нас, ну, каких-то сил, будем говорить, они есть, но обрисовать их словами сложно. То есть назовите это случайностью какой-то или стечением обстоятельств каких-то, но как будто деньги лучше не тратить, иначе вот что-то такое со знаком минус мы можем получить. И раз нам карты об этом говорят, значит, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте внимательны. Чем дело кончится? Победой какой-то кончится дело. Значит, какой-то вы вопрос все равно решите. Но, может быть, не все вы решите вопросы, но, тем не менее, карта победителя нам говорит о том, что точно будет успех. И дело заканчивается все равно вашим триумфом. Но эта карта как раз имеет значение в том плане, что 50% только завоевать какую-то вершину, а остальные 50% нам придется удерживать как собственные заданные позиции или занятые уже позиции, так и, может быть, то дело, которое мы уже начали или в чем мы добились успеха. Словом, контролировать этот процесс дальше и как не рисковать своим добрым именем, как не рисковать финансами конкретно, вот нам говорят, потому что финансы есть, победа есть. Казалось бы, что еще? Можно расслабиться. Нет, расслабиться нельзя. Иначе, во-первых, тут какое-то продолжение может быть хорошее по 4 кубков, как все-таки нам кубок, рука словно из воздуха преподносит. Это значит какие-то, ну, для нас, может быть, есть выгоды. Может быть, это где-то через общение, через контакты с людьми нужными. Тут ведь у вас еще проходит, вот в этот период начинается, знаете, как будто вы можете захотеть сформировать новое окружение. И люди в каком-то новом статусе, может быть, совершенно другие люди, нежели были в вашем окружении прежде. Вот этот вопрос тоже будет проигрываться, по крайней мере, для вас это будет важно очень. И значит, ну, нет никаких мелочей, которые бы были не важны для вас. Или можно было бы сказать, что это, ну, пустяк. Тут что-то крупное складывается из каких-то мелочей как раз. И чем сердце у нас успокоится, и у нас, пожалуйста, туз жезлов, опять же, либо новость, либо предложение. И карта больше говорит о возможностях или его величество счастливый случай. Хоть это и не колесо фортуны, но тем не менее, это как какое-то предложение, которое мы не должны пропустить. И как будто сердце у нас успокаивается, когда мы можем, знаете, как ухватить удачу какую-то за хвост. Или фраза такая, да, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И то есть вот что-то в последний момент как будто мы можем сделать. Может быть, мы какое-то время думали, но потом или не могли, может быть, обстановка была такова, или мы не могли на что-то решиться, хотя вам это не свойственно. Но ситуации же в нашей жизни бывают разные. И здесь, скорее всего, есть возможность, как и воспользоваться удобным моментом или какой-то полезной информацией.
или каким-то предложением. По этой карте мы не должны раздумывать долго, а нам как будто нужно включиться в какой-то вопрос, каким-то образом на, может быть, на новость отреагировать, словно застолбить там свое место. Вот это тоже примите во внимание, это чем сердце у нас успокоится. А что от нас скрыто? Снова деньги, финансовая какая-то удача, успех. Хотя по этой карте это карта мецената. И вполне вероятно, особенно если, может быть, вы занимаетесь творчеством, да, или вы ищете, может быть, партнера по бизнесу. Вот тут мы, скорее всего, находим. Нам, в принципе, кто-то может помочь по этой карте. Как буквально субсидировать деньги, дать нам. Так мы можем и выстроить какое-то сотрудничество плодотворное, так и в принципе деньги есть. Но кто знает, много таких имущественных карт, видимо, для вас вот этот переход лунных узлов будет ознаменован каким-то буквально материальным подсчетом по вашим финансам, или где я буду зарабатывать деньги, каким образом, кто меня будет окружать, что мне может быть обещано, или вы будете закрывать какие-то финансовые, может быть, тоже вопросы. У кого-то, может быть, закрыть кредит будет возможность, может быть, ипотеку, или получить крупную сумму денег. Вот здесь все возможно для вас, мои дорогие. Но скрыто почему-то нам говорят именно по шестерке пентаклей скрытые деньги. И кто знает, может быть, кто-то из вас прежде получил часть какой-то причитающейся суммы, а вот вторая часть как раз придет к вам чуть позже. Может быть и так. Давайте мы посмотрим на события. Правда, карта Солнца выпадает, и есть возможность уйти в первую очередь от какой-то бреши финансовой нестабильности. Или по этой карте мы, кстати, можем уйти от какого-то недопонимания. По этой карте еще проходит душевный холод. Может быть, мы и не со всеми, кстати, сумеем найти это самое взаимопонимание. Но, безусловно, с учетом карты Солнца будут, видимо, те бонусы, которые, ну, как-то нас так порадуют, что мы не очень обратим на это внимание. Кто-то нас не понял или кого мы так не поняли. Конечно, мы не должны кого-то обижать, потому что есть, с учетом карты Солнца, это ведь карта нашего эго, когда мы можем пронестись на полном ходу и не заметить, кого мы там снесли. А кто-то ведь иногда бывает и затаится, а потом будет, но где-то ждать удобного момента, чтобы поставить подножку. Поэтому вы себя все-таки страхуйте. Вы будете, мои дорогие овны, это точно, в центре внимания. И неважно, чем вы занимаетесь. Видимо, ваша сама по себе харизма, она будет для окружающих привлекательна. И вы, может быть, и не обращаете внимания, а за вами пристально наблюдают. А потом, кстати, вот какая-то такая ситуация, знаете, когда был какой-то холод в отношениях, или кто-то мог позавидовать, может быть, хотя это не карта зависти, но всяко ж бывает. Здесь словно человек, тот, с которым у вас не сложились отношения, может вас словно вызвать на какой-то спор или оспаривать ваше какое-то суждение или видение, как поступить по данному вопросу. Ведь эта ситуация может сложиться по бизнесу и по работе. Больше рационализма. И так вот, может быть, отступить полшага назад. Немножко пронаблюдать. Где-то себя придется останавливать, чтобы не наломать дров буквально. И какой-то компромисс, чтобы не было конфронтации, понимаете, ни с кем. Потому что карта Солнца, вы будете чем-то заняты, вы чувствовать себя будете, словно действительно я победитель. У меня сейчас такая полоса в жизни, может быть, что я действительно могу очень многое создать, решить, или даже запланировав что-то на будущее, буквально приступить к осуществлению нового проекта. Меня как будто и сил у меня хватает, и возможности сейчас идут в руки сами. Но, повторюсь, наверное, тот момент, что в тот период, когда мы наиболее удачливы, очень важно не посеять какую-то смуту вокруг себя и не взрастить каких-то врагов. По крайней мере, карта конкретно об этом и говорит. Как пятерка пентаклей, то есть мы можем, нас где-то могут подвести с финансами или
специально на какую-то удочку, может быть, пытаться поймать, предлагая заведомо какие-то липовые проекты или какое-то гиблое дело. Вот будьте внимательны, ведь правда, мы ведь можем тут так где-то очароваться сами собой, отчасти в каком плане? Когда мы чувствуем себя, ну, достаточно ресурсными. Сама по себе мысль, что я могу ошибаться, она к нам в голову приходит крайне редко. Так человек устроен. Так вот, а тут допустить, может быть, или позволить у себя самого спросить, а я не ошибаюсь? А это не самоуверенность, это объективная реальность. Вот такой вопрос себе задавать, и тогда каких-то ошибок мы, скорее всего, избежим. Как и спровоцировать своего рода противостояние, а вот как раз решить какие-то вопросы по финансам, закрыть, например, кредиты или рассчитаться за что-то. То есть вот у нас как будто такая возможность будет. У нас, в принципе, будет возможность решить на какую-то долгосрочную перспективу финансовый проект. Или рабочий, назовите это проект. Но все равно где-то ж мы деньги зарабатываем. И в конечном итоге это все равно какая-то удача, вполне конкретная, материальная, которая будет зависеть от наших приложенных усилий. Про любовь нам не сказали, это правда, но вот, видимо, такие события на больше в плоскости дела, работа, бизнес и, конечно, деньги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.